Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс я буду делать по просьбе Виктории Петровны. Она прислала к нам в группу ВКонтакте вот такую фотографию и попросила помочь ей разобраться с этим узором. Вот какой получился образец у меня. Узор очень красивый. Я видела в интернете шапочки, связанные этим узором. Очень-очень хорошо смотрится. Давайте посмотрим на схему узора. Я нашла в интернете фотографию этого узора. Там был номер 69. К сожалению, я не знаю, из какой книги этот узор. Если мне кто-то подскажет, я буду очень признательна. Итак, вот схема узора. 24 петли в ширину и 40 рядов в высоту. У меня здесь связано 1,5 раппорта. Вот большой цветочек, маленький и вот еще один большой рядышком. Хочу обратить ваше внимание на шишечки. Здесь показано на схеме шишечки, связанные спицами. И вот в маленьком цветочке я сделала шишечки спицами. Но вот я больше люблю шишечки, связанные крючком. И вот уже в этих цветочках я сделала шишечки крючком. Вот шишечка спицами и вот шишечка крючком. Мне кажется, шишечки крючком, они более плотно сидят на вязаном полотне, как бы вот более прикрепленные. И ну вот они кругленькие. А вот спицами тут получаются дырочки. Но тем не менее получается очень интересно все равно. И вот мне интересно ваше мнение. Вам какие шишечки больше нравятся? Связанные спицами или связанные крючком? Пишите в комментариях, мне это очень интересно. Узор повторяется с первого ряда. И если вы завершаете вот узор, можно, например, уже дальше вот не вязать эти лицевые скрещенные петли, вот эти дорожки, а просто вот завершить узор вот такими цветочками. Так, я это сказала. Еще я не сказала про установочные ряды. В этом узоре первые 2 ряда не входят в раппорт. Они считаются установочными и служат для перехода к рисунку, к самому узору. Но вот первый ряд тут показан весь связан лицевыми петлями. Мне это не нравится. Сначала мы вяжем лицевыми петлями первый ряд и потом переходим к узору. Я сразу начала переходить к узору, поэтому схему я вот переделаю, первый ряд я переделаю. И вязать мы с вами будем сейчас уже вот так, как вязала я, что цветочек начинается сразу. Набираем на спицы 26 петель вместе с кромочными. Первая кромочная у нас снимается, последняя кромочная провязывается изнаночной. Вяжем первый установочный ряд. Сразу после кромочной провязываем 5 изнаночных. Затем лицевая скрещенная. В первом ряду у нас петли после набора лежат так, как они лежат при классическом вязании. И лицевая скрещенная вяжется, просто вот подхватываем петельку за заднюю стенку. Она у нас разворачивается. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Петля за заднюю стенку. Дальше 9 изнаночных. И снова лицевая скрещенная, лицевая за заднюю стенку, изнаночная и лицевая скрещенная. В конце ряда 4 изнаночных. Второй установочный ряд. Мы вяжем петли по рисунку, только мы, где вязали изнаночные, там будем вязать изнаночные скрещенные. Итак, у нас получается 4 лицевых, изнаночная скрещенная. Вот изнаночную я бы провязала просто вот так, а изнаночную скрещенную мы подхватываем петельку за заднюю стенку. И она у нас тоже разворачивается. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Дальше у нас будет 9 лицевых,
И снова изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 5 лицевых до конца ряда. Мы провязали 2 установочных ряда, они не входят в раппорт узора. И сейчас мы начинаем вязать уже сам узор. Первый лицевой ряд, 5 изнаночных, лицевая скрещенная. Вот теперь лицевую скрещенную я провязываю, тоже подхватываю ее за заднюю стенку, вот так подхватываю и разворачиваю. Лицевая скрещенная, изнаночная, и снова лицевая скрещенная за заднюю стеночку и 8 изнаночных. Далее нам нужно 2 петли перекрестить в правую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Вот так. Переносим 2 петельки на правую спицу, не провязывая, или первую петлю оставляем за работой. Меняем местами петли. Вот первая петля у нас остается за работой, сверху у нас лицевая петля, мы ее провязываем лицевой скрещенной, точно так же разворачиваем за заднюю стенку и провязываем лицевой. Следующую петельку мы тоже провязываем лицевой скрещенной, так как у нас она изнаночная, мы ее подхватываем за заднюю стенку. Вот. Далее будет изнаночная петля, и теперь 2 петли перекрещиваем влево, оставляем одну петлю перед работой, вот так меняем их местами, провязываем вторую петлю за заднюю стеночку, и первую петлю мы провязываем лицевой скрещенной, вот так мы ее разворачиваем. Далее у нас в конце будет 3 изнаночных. Вяжем второй изнаночный ряд, провязываем 2 лицевых, вот я все время говорю об этом, а сегодня забыла сказать, что в японских схемах петли показаны так, как они лежат на лицевой стороне. Поэтому в изнаночных рядах мы петли вяжем наоборот. Вот у нас во втором ряду сейчас 2 изнаночных показано, мы вяжем 2 лицевых. Дальше первую петельку оставляем перед работой, вот так меняем их местами, провязываем вторую петлю изнаночной скрещенной за заднюю стенку и провязываем изнаночной первую петлю изнаночной. Дальше у нас будет изнаночная скрещенная. Затем вяжем лицевую петлю, вяжем изнаночную скрещенную и перекрещиваем 2 петли в левую сторону. Вот так это на изнаночной стороне делается. Оставляем одну петлю, первую петлю за работой, провязываем изнаночную петлю и петлю за работой мы провязываем изнаночной скрещенной, вот так ее за заднюю стенку. И у нас на лицевой стороне они получились провязанные лицевыми скрещенными с наклоном вправо и влево. Дальше будет 7 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 5 лицевых до конца ряда. Вяжем третий лицевой ряд. Первая половина узора у нас вяжется сейчас пока одинаково. 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 6 изнаночных,
Далее перекрещиваем 2 петли в правую сторону, оставляем одну петлю за работой. Можете дополнительными спицами пользоваться, можете вот так менять их местами. Провязываем лицевую скрещенную и петлю за работой мы провязываем лицевой, простой лицевой. Дальше у нас будет лицевая петля и лицевая скрещенная. Затем будет изнаночная петля, лицевая скрещенная, простая лицевая петля и перекрещиваем 2 петли влево. Одна петля остается у нас перед работой. Провязываем лицевой вторую петлю и петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. И у нас получается одна изнаночная в конце ряда. Четвертый изнаночный ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 2 петли вправо, оставляем одну петлю на дополнительной спице перед работой, провязываем вторую петлю изнаночной скрещенной и провязываем изнаночной первую петлю. Затем у нас будет 2 изнаночных, 1 изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 изнаночных и перекрещиваем влево 2 петельки, оставляем одну петлю за работой, провязываем 1 изнаночную и оставленную петлю за работой провязываем изнаночной скрещенной. Дальше у нас будет 5 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых. Вяжем 5-й лицевой ряд. 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных. Далее лицевая скрещенная, 3 лицевых, лицевая скрещенная, 1 изнаночная и повторяем лепесточек с другой стороны, лицевая скрещенная, 3 лицевых, лицевая скрещенная. 6-й изнаночный ряд. Провязываем изнаночную скрещенную, 2 изнаночных, затем 2 петли перекрещиваем вправо, оставляем, вот у нас нить перед работой, меняем петли местами, оставляем одну петлю перед работой, провязываем изнаночную скрещенную и оставленную петлю мы тоже провязываем изнаночной скрещенной. Дальше будет лицевая петля и 2 петельки перекрещиваем влево. Одну петлю первую оставляем за работой, вот так меняем местами их. Провязываем изнаночную скрещенную за заднюю стенку и оставленную петлю мы тоже провязываем изнаночной скрещенной. Затем у нас будет 2 изнаночных и 1 изнаночная скрещенная. И в следующей части узора у нас петли вяжутся по рисунку. 5 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 5 лицевых. Я сказала по рисунку, только вместо изнаночных петель мы провязали изнаночные скрещенные. И вот посмотрите, как красиво получается, уже вырисовывается, да, узор. 7-й лицевой ряд. 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная,
лицевая скрещенная, 5 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, одну оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, провязываем оставленную петлю лицевой петлей, затем лицевая скрещенная. Далее у нас идет изнаночная петля и вяжем лепесточек с другой стороны, лицевая скрещенная, 2 петельки перекрещиваем в левую сторону, первую оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю и оставленную петлю провязываем лицевой скрещенной. И потом вяжем лицевую и лицевую скрещенную. Восьмой изнаночный ряд. Сразу после кромочной провязываем изнаночную скрещенную. 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, оставляем одну петлю перед работой, провязываем изнаночную скрещенную, провязываем одну изнаночную, затем у нас будет изнаночная петля и изнаночная скрещенная. Дальше вяжем лицевую петлю и второй лепесточек, изнаночная скрещенная, 1 изнаночная, перекрещиваем 2 петельки влево, 1 петля остается за работой, провязываем 1 изнаночную и оставленную петлю за работой провязываем изнаночной скрещенной. Далее у нас будет изнаночная скрещенная петля и 5 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых. Девятый лицевой ряд. 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных. Далее перекрещиваем 2 петельки в правую сторону, одну оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, следующую петлю провязываем лицевой, затем 2 лицевых и 1 лицевая скрещенная. Далее вяжем изнаночную петлю, лицевая скрещенная, 2 лицевых и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петля у нас остается перед работой, провязываем лицевую петлю и оставленную петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Вот у нас вывязались вот такие 2 листочка. 10-й изнаночный ряд. Провязываем изнаночную скрещенную, 3 изнаночных, изнаночную скрещенную, лицевая петля и снова изнаночная скрещенная, 3 изнаночных, изнаночная скрещенная. И далее 5 лицевых, 1 изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых. Одиннадцатый лицевой ряд. 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 5 изнаночных.
Дальше у нас идет лицевая скрещенная, 2 лицевых, перекрещиваем 2 петли в правую сторону, оставляем одну петлю за работой, провязываем лицевую скрещенную и оставленную петлю за работой мы провязываем изнаночной. Затем у нас будет лицевая петля, вот обратите внимание, она у нас изнаночная, мы вяжем ее лицевой. И перекрещиваем 2 петельки в левую сторону, одна петля остается перед работой, провязываем изнаночную петлю и оставленную петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Далее будет 2 лицевых и лицевая скрещенная. 12 изнаночный ряд, провязываем изнаночную скрещенную, 1 изнаночную, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петля остается перед работой, провязываем изнаночную скрещенную и петлю перед работой мы провязываем лицевой. Дальше у нас будет 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и перекрещиваем 2 петельки в левую сторону. 1 петля остается за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную петлю провязываем изнаночной скрещенной. Далее у нас будет изнаночная петля и изнаночная скрещенная. И затем вяжем 5 лицевых, изнаночную скрещенную, лицевую, изнаночную скрещенную и 5 лицевых. Мы провязали 12 рядов, и вот сейчас мы будем вот эти листочки уже завершать, а с этой стороны мы будем начинать вязать точно такой же листочек. И у нас будет один цветок выше располагаться, а вот другой, соответственно, ниже. Итак, 13 лицевой ряд. Вяжем 4 изнаночных. И перекрещиваем 2 петельки в правую сторону, оставляем 1 петлю за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю за работой мы провязываем лицевой за заднюю стенку, она у нас тоже получается лицевой скрещенной. Дальше у нас будет изнаночная петля, 2 петли перекрещиваем влево, первую оставляем перед работой, провязываем лицевую петлю за заднюю стеночку и первую петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Затем 4 изнаночных, лицевая скрещенная, перекрещиваем 2 петли вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую скрещенную и оставленную петлю провязываем изнаночной. Далее у нас будет 1 изнаночная и 3 лицевых. Снова вяжем изнаночную петлю, перекрещиваем 2 петли в левую сторону, 1 петля у нас перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной и заканчиваем ряд лицевой скрещенной петлей. 14 изнаночный ряд. Сразу после кромочной перекрещиваем 2 петельки в правую сторону, 1 петля остается перед работой, провязываем изнаночную скрещенную и петлю перед работой мы провязываем лицевой. Затем вяжем 2 лицевых,
3 изнаночных, 2 лицевых и перекрещиваем 2 петли в левую сторону. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную петлю за работой провязываем изнаночной скрещенной. Дальше у нас будет 3 лицевых и вывязываем листочек с этой стороны. 2 петельки перекрещиваем вправо. 1 петля у нас перед работой. Провязываем изнаночную скрещенную, провязываем изнаночную петлю и снова изнаночную скрещенную. Затем лицевая петля, изнаночная скрещенная и 2 петельки перекрещиваем влево. 1 петля остается у нас за работой, провязываем изнаночную петлю и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной скрещенной. В конце ряда 3 лицевых. 15-й лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 петельки перекрещиваем вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю за работой мы провязываем лицевой. Затем у нас будет 1 лицевая, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 1 лицевая и 2 петли перекрещиваем влево. Первая петля у нас перед работой, провязываем лицевой 2 петлю и первую петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Дальше вяжем 5 изнаночных. Вот обратите внимание, у нас листик заканчивается, мы эту петельку вяжем изнаночной. 3, 4, 5. И перекрещиваем вправо 2 петли. 1 оставляем за работой, провязываем лицевую петлю, просто лицевую, тут уже скрещенных нету петель. И оставленную петлю провязываем изнаночной. Дальше будет лицевая петля и 2 петли перекрещиваем влево. 1 петля перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю перед работой провязываем лицевой. В конце ряда у нас 3 изнаночных. Шестнадцатый изнаночный ряд. Вяжем 3 лицевых, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 4 лицевых, перекрещиваем вправо 2 петельки, оставляем 1 петлю перед работой, провязываем изнаночную скрещенную и оставленную петлю перед работой мы провязываем изнаночной. Затем будет 2 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 изнаночных и перекрещиваем в левую сторону 2 петельки, 1 оставляем за работой, провязываем изнаночную петлю и оставленную петлю провязываем изнаночной скрещенной. В конце ряда у нас 1 лицевая петля. 17 лицевой ряд. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 3 лицевых, лицевая скрещенная, изнаночная и снова вяжем листик, лицевая скрещенная, 3 лицевых, лицевая скрещенная. Далее будет 3 изнаночных, перекрещиваем 2 петельки вправо, 1
остается за работой, провязываем лицевую и оставленную петлю провязываем изнаночной. Дальше у нас будет изнаночная петля. И вот на следующей петельке мы вывязываем шишечку. Вывязываем шишечку так, как показано в схеме, спицами. Из одной петли мы вывязываем 3. Вывязываем петельку, не снимаем петлю с левой спицы, делаем накид и снова вывязываем петельку. Все, снимаем петлю с левой спицы, из одной вывязали 3. Поворачиваем работу. И во втором ряду мы вяжем эти 3 петли изнаночными. 1, 2, 3. Это мы второй ряд провязали. Поворачиваем работу и провязываем все 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Это мы третий ряд провязали. Поворачиваем работу и провязываем снова 3 изнаночных. Это мы провязали 4-й ряд. И вот в 5-м, вот так вот должно получиться. И в 5-м лицевом ряду мы эти 3 петельки провязываем вместе лицевой. Хорошо, хорошо затягиваем. Вот такая вот получается у нас фиговинка, которая потом превратится в шишечку. Все, мы провязали шишечку. Дальше у нас будет 1 изнаночная. И перекрещиваем 2 петли в левую сторону. 1 петля перед работой, провязываем изнаночную, петлю перед работой провязываем лицевой. В конце ряда у нас 2 изнаночных. Вот как получается. Вот такая симпампулька. 18 изнаночный ряд. 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, петля от шишечки, 2 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. И вывязываем листочек. Изнаночная скрещенная, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем с наклоном в правую сторону. 1 петля остается у нас перед работой. Провязываем вторую петлю изнаночной скрещенной за заднюю стенку, не хочет. И первую петельку, оставленную перед работой, мы тоже провязываем изнаночной скрещенной. Дальше у нас будет лицевая петля и вяжем листочек с другой стороны. Перекрещиваем 2 петельки влево. 1 петля у нас за работой. Провязываем изнаночную скрещенную. И оставленную петлю за работой мы тоже провязываем изнаночной скрещенной. Дальше у нас будет 2 изнаночных и 1 изнаночная скрещенная. В конце ряда лицевая петля. 19 лицевой ряд. Изнаночная петля, лицевая скрещенная, 1 лицевая, 2 петли перекрещиваем вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую скрещенную и оставленную петлю мы провязываем лицевой. Далее у нас будет лицевая скрещенная. Затем у нас изнаночная петля, лицевая скрещенная. Перекрещиваем 2 петли в левую сторону, 1 петля перед работой, провязываем лицевую петлю и петлю перед работой, оставленную петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Дальше будет лицевая петля и лицевая скрещенная. Затем 2 изнаночных, перекрещиваем 2 петли вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную петлю за работой провязываем изнаночной. Далее будет 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, перекрещиваем влево 2 петельки, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную
петлю перед работой провязываем лицевой. В конце ряда изнаночная петля. 20 изнаночный ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. И вывязываем листик. Изнаночная скрещенная, 2 петли перекрещиваем вправо, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную скрещенную, провязываем изнаночную петлю. Дальше будет 1 изнаночная и 1 изнаночная скрещенная. Затем лицевая петля и повторяем листочек. Изнаночная скрещенная, изнаночная петля, 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля у нас за работой, провязываем изнаночную петлю и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной скрещенной. Дальше у нас будет изнаночная скрещенная и лицевая. 21 лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петля остается за работой, провязываем лицевую скрещенную, провязываем лицевую петлю. Затем 2 лицевых, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 лицевых, 2 петельки перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем лицевую петлю и петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Дальше у нас будет 2 изнаночных. И на следующей петельке мы вывязываем шишечку. Вывязываем, еще раз покажу, из одной петли вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая, это первый ряд. Во втором ряду переворачиваем работу, во втором ряду провязываем все 3 петли изнаночными. Поворачиваем работу и в третьем ряду мы провязываем все 3 петли лицевыми. Снова поворачиваем работу и провязываем в четвертом ряду все 3 петли изнаночными. Поворачиваем работу и в пятом ряду мы все 3 петельки провязываем 1 лицевой. Туго затягиваем. Все, шишечка готова. Дальше у нас будет 1 изнаночная. Перекрещиваем 2 петельки вправо, 1 петля за работой. Вяжем лицевую петлю и оставленную петлю провязываем изнаночной. Дальше будет лицевая петля. И 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем 1 изнаночную и петлю перед работой провязываем лицевой. Затем у нас будет изнаночная петля и снова вывязываем шишечку. И в конце ряда у нас будет изнаночная петля. 22 изнаночный ряд провязываем 3 лицевых. Здесь петля от шишечки провязывается лицевой. 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 4 лицевых, тоже петля от шишечки провязывается лицевой, 4 лицевых и вяжем листочек. Изнаночная скрещенная, 3 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая и еще 1 листочек, изнаночная скрещенная, 3 изнаночных, изнаночная скрещенная и лицевая в конце ряда. Вот так вот получается. 23 лицевой ряд, 1 изнаночная,
лицевая скрещенная, 2 лицевых. Теперь перекрещиваем 2 петельки вправо, одну оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной. Дальше у нас будет лицевая петля. Обратите внимание, у нас изнаночная перед нами. Мы вяжем ее лицевой. Теперь 2 петли перекрещиваем влево. 1 петля на дополнительной спице перед работой. Провязываем 1 изнаночную петлю. И петлю с дополнительной спицы провязываем лицевой скрещенной. Дальше будет 2 лицевых, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. Перекрещиваем 2 петли вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной. Дальше будет изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 петли перекрещиваем влево. 1 петля перед работой, провязываем 1 изнаночную и петлю перед работой провязываем лицевой. И до конца ряда у нас 2 изнаночных. 24 изнаночный ряд, провязываем 2 лицевых, 1 изнаночную, 2 лицевых, 1 изнаночную, 2 лицевых, 1 изнаночную, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, изнаночная петля, 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную скрещенную и петлю перед работой мы провязываем лицевой. Затем у нас будет лицевая, изнаночная, лицевая и 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной скрещенной. Затем у нас будет изнаночная петля, изнаночная скрещенная и 1 лицевая в конце ряда. Вяжем 25 лицевой ряд, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, перекрещиваем 2 петли вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю за работой провязываем изнаночной петлей. Дальше будет 1 изнаночная, 3 лицевых. Снова изнаночная петля, 2 петельки перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную, петлю перед работой провязываем лицевой скрещенной. Затем у нас будет лицевая скрещенная, 3 изнаночных. И вот на следующей петельке нам нужно снова вывязать шишечку. Давайте я покажу, как это делать крючком. Кто с нами вяжет, тот знает. А кто первый раз, вот тому я и показываю. Вводим крючок в петлю на левой спице и вытягиваем петлю такой длины, как будто мы провязали 2-3 воздушные петли. Снимаем петлю с левой спицы и вот на этой длинной петельке будем вывязывать 3 полустолбика с накидом. Делаем накид и вытягиваем петлю. 1 полустолбик, на крючке 3 петли, накид, петля, 2 полустолбик, на крючке 5 петель, накид, петля, 3 полустолбик, на крючке 7 петель. Можно делать больше полустолбиков. Ну вот, через эти 7 петель мы протягиваем рабочую нить. И получившуюся петельку закрепляем воздушной петлей. У нас получилась вот такая шишечка, и мы ее закрепляем, опустившись на ряд ниже в петлю. Вот не оттуда мы, откуда вы вытягивали все петли, а вот из этой петельки, вот сюда мы опускаемся и подхватываем эту петлю за левую стенку. У нас на крючке 2 петли. Протягиваем через них рабочую нить.
Все. Переносим эту петельку на правую спицу. Смотрите, шишечка у нас готова. Но вот по сравнению с этими шишечками она получилась меньше. Кстати, можно делать ее больше, провязать не 3 полустолбика с накидом, а 4 или 5. Это уже тут можете поэкспериментировать. Далее вяжем 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Вот давайте сейчас я провяжу следующую шишечку, мы сделаем побольше. Сделаем 4 столбика с накидом. Вводим крючок в петельку на левой спице, снимаем, вытягиваем петлю и вяжем 4 полустолбика с накидом. Накид, петля 1 раз, накид, петля 2 раз, накид, петля 3 раз, накид, петля 4 раз. И протягиваем рабочую нить через все петли на крючке. Закрепляем ее воздушной петлей, опускаемся в петлю на ряд ниже, захватываем левую стенку этой петли и через 2 петли на крючке протягиваем петельку, которую мы переносим на правую спицу. Вот уже получилась шишечка побольше. Дальше у нас будет 2 изнаночных. Двадцать 26 изнаночный ряд провязываем 5 лицевых. Петля от шишечки провязывается лицевой. 1 изнаночная, 6 лицевых. И теперь перекрещиваем 2 петли влево, оставляем 1 петлю за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной скрещенной. Дальше у нас будет 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Провязываем 1 лицевую и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной скрещенной. И в конце ряда у нас будет 1 лицевая. 27 лицевой ряд, 4 изнаночных. Вот лицевая петля, мы вяжем ее изнаночной. Листик завершили. 4 изнаночных. 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, 1 петля за работой, провязываем лицевую петлю и оставленную за работой петлю провязываем изнаночной. Дальше будет лицевая петля и 2 петельки перекрещиваем влево. 1 петля у нас перед работой, провязываем изнаночную петлю и петлю перед работой провязываем лицевой. Дальше будет 9 изнаночных. И на следующей петельке мы вывязываем шишечку. Я вывяжу ее спицами. Из одной петельки вывязываем 3, лицевая, накид, лицевая. Это у нас первый ряд. Во втором ряду мы провязываем все 3 петли изнаночными, поворачиваем работу и в третьем ряду провязываем все 3 петельки лицевыми. Поворачиваем работу и провязываем в 4-м ряду все 3 петельки изнаночными. Снова поворачиваем работу и в 5-м лицевом ряду мы 3 петли провязываем вместе лицевой. Затягиваем хорошо нитку и до конца ряда у нас будет 5 изнаночных. 28 изнаночный ряд, 4 лицевых
изнаночная скрещенная. Вот у нас лицевая петля, мы провязываем изнаночную скрещенную. Вот мы ее провязываем здесь просто за переднюю стенку. Вот у нас петля в процессе развернулась. Изнаночная скрещенная. Дальше у нас будет одна лицевая, вот петля от шишечки вяжется лицевой. И снова изнаночная скрещенная. Здесь мы провязываем ее за переднюю стеночку изнаночной петлей. Дальше 8 лицевых. Одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, 4 лицевых. То есть здесь уже в этой части мы провязываем петли по рисунку. И вот посмотрите, мы провязали 28 рядов. Вот что у нас получается. Я предлагаю на этом закончить мастер-класс, потому что если мы посмотрим на схему, вот мы провязали 28 рядов вот до этих пор, то у нас получается, что сейчас мы будем с этой стороны вот стебелька вывязывать вот этот цветочек из шишечек, который мы только что сейчас вывязали. А с этой стороны, соответственно, будет уже идти стебелек из лицевых скрещенных петель. Я надеюсь, что самое главное, самое непонятное мы с вами провязали. А всего будет 40 рядов, когда вот закончите здесь вязать цветочек из вот этих шишечек, это будет 40-й ряд. И повторять узор нужно с первого ряда, не считая установочные. Еще раз говорю, можно вот эти вот лицевые скрещенные петельки вот в дальнейшем не вязать, а просто вот уже закончить. Ну и вот мне очень интересно, какие шишечки вам больше нравятся. Я жду ваших комментариев, мне интересно ваше мнение. Давайте скажем Виктории Петровне спасибо за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если он вам понравился. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под этим роликом. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!